Всем огромный привет, с вами Алена Пестова, и сегодня мы с вами будем говорить на самые каверзные темы. Это перекрытие некачественного перманентного макияжа. Давайте рассмотрим 4 остаточных цвета, с которыми очень часто к нам приходят мастера перманентного макияжа, без каши. Сегодня мы поговорим на самые основные темы, а уже внизу под этим видео вы найдете ссылку на бесплатный марафон по перекрытиям и будете смотреть более расширенные мастер-классы, которые наши тренеры подготовили специально для вас. Первое. Мы возьмем остаточный цвет. Я здесь вот сделала вот такой вот вам приборчик. Остаточный цвет. Это приходит клиент, который сделал перманентный макияж год, 2, 3 тому назад, и остаток цвета у него может быть либо красный, это мы сегодня будем рассматривать, либо зеленый, еще один бич синие брови и желтые остатки. Как ввести себя мастеру и какими пигментами перекрывать эти остаточные оттенки. Все мы знаем, да, самое страшное, что может произойти, это зеленое, мне кажется, и красное, потому что это вообще не гармонично. Синие-то еще ладно, хоть как-то их можно, если форма нормальная, подкорректировать, ну, как бы и ходить. Но вот эти вот неблагородные оттенки, которые, в принципе, не должны быть на лице, да, там оранжевые брови и зеленые брови, вот с этим нужно однозначно работать и правильно удалять, либо правильно корректировать. Все мы знаем, что зеленый — это один из самых стабильных цветов, который останется. Да, там все остальные пигменты выйдут из кожи, зеленый останется прям стоящим длительное время. Если этот цвет не трогать, то есть органические пигменты, которые абсолютно не выходят из кожи никогда, ни при каких условиях. Очень многие спрашивают, как работать, как перекрывать, что нужно использовать из пигментов с целью того, чтобы нейтрализовать этот неблагополучный оттенок. Зеленый, и я рекомендую перекрывать зеленые оттенки оранжевым, органическим цветом. Давайте я приведу пример. Я добавляю пару капель оранжевого, проговорю работу на коже. Можно работать, перекрывая чистым цветом, а далее добавлять непосредственно там основные цвета пигментов, теплые коричневые или русые. Но для начала нужно нейтрализовать. Зеленый оттенок нейтрализуется вот прям вот этим вот оранжевым цветом. И чем больше оранжевого, чем плотнее, 2-3 прохода чистого оранжевого цвета дадут вам хорошую стабилизацию цвета, нейтрализацию холодного зеленого подтона. Чем больше оранжевого цвета, тем, собственно, стабильнее цвет. Почему я не рекомендую в случае зеленых остатков пользоваться минеральными пигментами? Органические корректоры, они более стабильные, в отличие от неорганических оксидов железа. Оксиды железа выходят из кожи у кого-то через год, у кого-то через 2, но они однозначно меняют каждый месяц плотность цвета и выходят из кожи в ноль. Соответственно, опять останется этот бич из зеленого цвета. Также мы будем вести себя с синими бровями. Тот же самый подход, работа оранжевым корректором. Также работа на афроамериканках с оранжевым корректором с целью нейтрализации холода и темноты кожи, да, там каких-то остатков. Вот это непосредственно тот корректор, который мы с вами используем. Это прям спасение для тех мастеров, которые, ну, очень часто в своих кабинетах встречают вот таких вот клиентов. 2-3 прохода в зависимости от той плотности, то есть вашему глазу должно быть понятно, один проход справился или не справился с перекрытием. Чем плотнее остаточный цвет, тем больше проходов нужно делать в работе. А дальше, в завершении, вы берете основной цвет, который выбрал ваш клиент, и укрываете его. Больше, наверное, даже подходит на оливу. А олива, она относится к теплому, и уже глазу не видно ту зелень, и, собственно, мы справились. А потом уже уплотняете. Кому-то недостаточно будет вот такого цвета на бровях, да, по перекрытию. Перекрытие — это сложная двухэтапная работа, которая должна сначала делать перекрытие вот этого зеленого остатка, а потом вы добавляете основной цвет, таким вот образом. Это я тоже наш пигмент гибридный добавляю, который справится с тем, что вы воссоздадите новый какой-то оттенок. Темный, красивый, шоколадный, который будет при заживлении смотреться, еще раз повторюсь, более гармонично. Еще очень часто мы с вами встречаем красные остатки, которые, ну, я тоже считаю, не должны быть на лицах наших клиентов. В принципе, я ничего страшного в красном цвете не вижу, его можно легко перекрыть. Нейтрализуется основными цветами. Хлоп, хлоп. Холодного подтона, чтобы красного в основном цвете не преобладало. О, перекрыла? Перекрыла. Все. Сразу же. Если этот цвет красный очень яркий и очень насыщенный, то да, вы можете взять зеленку, допустим, корректор елку, и перекрыть его, нейтрализовать. Добавляем пару капель
И вот мы с вами видим, что красный, смешиваясь с зеленым, дает нам коричневый цвет. Очень здоровский самостоятельный есть корректор, это корректор Олива. Он, ну, действительно прям справляется, плотно укладываете его, и эта краснота проходит. Методов перекрытий огромное количество, разные есть подходы. Также это связано со строением типа кожи, запросами клиентов. Об этом, обо всем на объемных курсах, которые вы можете легко купить, посмотреть, и там все эти вопросы мною закрыты. Ну и, конечно, бесплатный марафон, который внизу обязательно заходите, смотрите и учитесь. Наши девчата, ну, прям действительно постарались. Они показали на моделях с разными остатками, как работать, что берут они. И это мое продолжение в этих людях, которые делятся своим опытом. Обязательно подписывайтесь на них на всех, выполняйте условия нашего марафона и смотрите, просвещайтесь. А мы тем временем перейдем к очень классной теме. Это перекрытие желтых цветов. Давайте, во-первых, я покажу вам, какие есть желтые, и их поведенческие особенности абсолютно разные. Давайте рассмотрим вот такой вот вариант. Это оксид железа из коллекции пигментов Nice, неорганических, минеральных. Обратите на его подтон. Он крупный. Я его не рекомендую использовать вообще ни в каких случаях по работе с перекрытиями. Если его в чистом виде уложить, он, во-первых, не виден, а во-вторых, этот цвет дает просто мягкость цвету. В-третьих, оксид железа выходит в ноль из кожи через 3-6 месяцев. Никакого смысла нет. Следующий пигмент – это органический желтый, который уже будет давать вам какую-то смысловую нагрузку. Вот он желтый. У него совершенно другой подтон. Обратите внимание также на плотность, насколько пару капель органического желтого прям максимально в воду, так скажем, окрашивает. Они совершенно двух разных оттенков. Этот цвет очень хорошо подходит для работы как раз-таки с гибридными пигментами, в составе которых есть Carbon Black черный. Можно ли там Carbon Black мешать с неорганическим желтым? Смысловая нагрузка-то какая? Что вы хотите достичь? Лучше, если вы работаете органическими пигментами, используйте органические корректоры. Если вы используете неорганическую палитру, то да, мешайте ее с неорганическим цветом, ну, будет хоть какую-то нагрузку смысловую нести. Еще у нас есть вот такой классный оттенок. Это мой любимый оттенок, желтенький органический, который на минуточку является холодным. И давайте я вам покажу его, во-первых, в воде, как он себя ведет. Его видно, да? Лимонный. Лимонный цвет какого цвета, какого подтона? Сами все прекрасно знаете. Покажу два цвета, как раз над теми пигментами, над которыми мы сегодня работаем. Это гибридные цвета. Можно подумать о том, что эти два цвета абсолютно зеленые. И я хочу просто показать вам, как эти пигменты будут себя вести у нас в воде. Пожалуйста, напишите разницу, вы видите ли оттенок цвета, все ли вам понятно или требуется еще что-то более досконально рассказанное. Это очень важно, потому что я все-таки как производитель хочу донести до вас очень много ценной информации. Зрительно кажется, что это два зеленых оттенка, но здесь нет ни капли вообще зеленого цвета. Люди подумают, что о, это ж прям холодное что-то. И смотрите, какой обман зрения. Видно, да, зелень пошла. Это высококонцентрированные, кстати, гибриды, которые скоро выйдут у нас. Это просто пушечка и топчик. Смотрите. А это как будто бы олива. Это два цвета, в составе которых содержится вот этот желтый. И этот цвет, он действительно в работе не даст вам там ржавчины, но он сделает вот эту свою нейтрализацию. Поэтому производители, которые знают очень многое про те или иные сяйки, разные сложные миксы могут составлять. В губных очень часто содержится тот же самый желтый с целью нейтрализации ржавчины. Очень часто в губные пигменты также добавляют капли зеленого с целью нейтрализации ржавого тоже цвета. Для того, чтобы знать вообще все про цвет, про то, что добавлено в разные миксы, обязательно важно знать наш с вами фундамент пигментологии пигментов. Об этом, обо всем я рассказала в видео выше. Обязательно подписывайся на канал и смотри то видео. И вот сейчас в этом уроке я обязательно хочу рассказать о том, как перекрывать хиниловый желтый, который очень длительное время может находиться в коже. Кстати, фотографию тоже прикреплю сюда. У меня есть очень классная фотка. Девчата в общем чате удаляли, и остаток прям желтого цвета был. Во-первых, я не вижу ничего страшного в желтом остатке. Если клиент хочет полностью тотально избавиться от перманентного макияжа от желтого цвета, во-первых, это удаляется ремуверами. А если вы берете за перекрытие, вы можете также, как и в случае с красным, отработать основным цветом. Это никакую страшную историю для вас не сыграет. Вот. Желтый перекрывается основными цветами. Легко и просто.
Но обратите внимание, да, как органический желтый поглощает темный цвет, и вот смотрите, насколько он становится прозрачный. Чем больше желтого мы добавляем, тем блондинистый цвет у нас получается. А с вами была Алена Пестова. Смотрите наш бесплатный марафон, много комментариев, много подписок, и смотрите следующие серии. Чем больше будет комментариев в этом видео, тем больше у меня будет желание продолжать рассказывать и выдавать ту информацию, которая есть во мне.